Можешь его покинуть? Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы разберем с вами серию видео Тима Морозова «Ночь с привидением в прямом эфире» и «Изгнание призрака. Стрим. Лучшие проявления в прямом эфире». Все события, происходившие на стриме, будут разобраны мною в отдельной аналитике. Эти два видео были полны разными явлениями. Что-то можно объяснить, что-то нельзя. Давайте разбираться. По традиции начнем наш разбор с физических проявлений. Сложно на самом деле проводить аналитику этой категории проявлений. Конечно, можно попробовать теорию микроземлетрясений, которые встречаются довольно часто, вызывают легкие вибрации, незаметные для человека, но способные слегка воздействовать на те или иные предметы. Например, когда какой-то из предметов находится на краю поверхности. Но, увы, вся эта теория не сможет объяснить ни резкого изменения электромагнитного поля, ни хлопания дверцы духовки, даже движение двери объяснить не получится. Сама дверь находится в доме, где присутствуют все окна и просто нет сквозняков. Вероятно, я огорчу вас, сказав, что считаю все приведенные явления проявлениями паранормальной активности. Думаю, не все поняли такую реакцию Тимофея. Я объясню. Когда Тимофей находился на чердаке, у него было ощущение, что там кто-то есть. На тот момент он считал, что это был подписчик. Помимо ощущения чего-то присутствия, Тимофей руководствовался звуковыми и зрительными ориентирами. Объясню подробнее. Дом старый, деревянный, тихие неуловимые микрофоном скрипы для него – вещь обыденная. Но то, что мы с вами не слышим на аудиозаписи, вполне слышимо для Тимофея. Это и есть звуковой ориентир. Зрительный ориентир – это боковое зрение. Оно было дано нам всем природой, чтобы мы могли замечать приближающуюся опасность и вовремя принимать нужные меры. Но у бокового зрения бывают и искажения. Например, когда краем глаза замечаешь какую-то тень или же движение, но при прямом взгляде в это место не будет ничего. Такие искажения бывают по разным причинам, в том числе и по вполне обычным. Изменение артериального давления, усталость, перенапряжение, стрессовая ситуация. Я считаю, что эти два момента исключительно психологические, вызванные гнетущей атмосферой дома и общим состоянием Тимофея. Первое именно звуковое проявление видео – это был стук в потолок с чердака. Будь то падение какого-либо предмета на чердаке в условиях отсутствия сквозняков, или же сам по себе возникший звук, в любом случае я считаю это мистическим проявлением. Вероятно, что уже тогда кто-то пытался привлечь внимание Тимофея к чердаку. Кстати, некоторые зрители писали в комментариях к видео о странном замыливании изображения в области люстры. Да, действительно, данный дефект присутствует в видео, но встречается он повсеместно. Это вполне можно объяснить слабым освещением, за счет которого качество видео снижается и появляются разного рода артефакты и искажения. Когда Тимофей находился на чердаке, внизу в доме раздавались странные скрипы. Вероятно, это было вызвано сильным порывом ветра. Во втором видео звуковых проявлений было уже больше. В момент, когда Тимофей задал вопрос, может ли покинуть эта сущность дом, раздался тихий стук. Я, как и Тимофей, не думаю, что это стучал кто-то из людей, поскольку время было позднее, окна заколочены фанерой, свет в доме не горел, а ближайшие дома находятся относительно далеко. На мой взгляд, этот тихий стук был с целью привлечь внимание Тимофея. Когда Тимофей не отреагировал должным образом на первый стук, то данная сущность проявила настойчивость. Третий стук был для того, чтобы указать направление, чтобы Тимофей поднялся на чердак. Его как будто вели туда, чтобы он обнаружил то старое проклятое зеркало. Именно исходя из этой цепочки событий, я считаю все это проявлением паранормальной активности. Звуковые проявления в данных видео в основном проявлялись в виде стуков, но был еще один момент, нагнавший жути на зрителей.
это скрип зеркала. Срочно чем-то перемотать. В принципе, это можно объяснить и с научной точки зрения. Например, зеркало длительное время находилось на чердаке, где температура заметно ниже, чем в комнате, куда Тимофей его перенес. Оно постепенно нагревалось. К тому же Тимофей протер зеркало от пыли, и за счет силы трения поверхность зеркала еще дополнительно нагрелась. Как известно, при увеличении температуры увеличивается и объем вещества, что хоть и незаметно невооруженным взглядом, но имеет свое влияние. Например, по такому же типу могут лопаться стекла при резком нагревании. По другой, паранормальной версии, это зеркало могло ранее использоваться как инструмент для проведения различных ритуалов, не самых светлых и не самых безобидных. Вероятно, что долгие годы оно было своего рода запечатанными вратами для чего-то, заключенного внутри. Появление Тимофея могло пробудить то зло, что так долго таилось по ту сторону, и спровоцировать его желание вырваться наружу. Первое электромагнитное проявление произошло еще во время стрима, когда во всем доме потух свет. Как по мне, это довольно необычное явление, поскольку при полном отсутствии электричества продолжал свою работу распределительный щит. Он издавал характерный звук. Но главная странность заключается в том, что утром все само собой нормализовалось и электричество появилось. Я не электрик, но насколько я понимаю с научной точки зрения, данное явление объяснить невозможно. Паранормальных вариантов может быть два. Первый – это размыкание электрической цепи, когда теряется контакт между щитком и общей электрической цепью дома. Это физическое проявление, и шанса, что все вернется в норму и электричество появится само собой, практически нет. Второй вариант – какая-то сущность до поры до времени подпитывалась электричеством, чтобы проявиться позднее. На этом электромагнитные проявления не закончились. Например, была нарушена работа осветителя. Его странное поведение напомнило многим азбуку Морзе. Но нет, это не была азбука Морзе, поскольку она используется по определенным правилам, где каждый сигнал и каждая пауза четко выверены и имеют свою продолжительность. В нашем случае это бессистемное моргание осветителя. Оно могло быть вызвано как и технической неисправностью, так и паранормальной активностью. В пользу второго варианта – странные показания электромагнитного измерителя и отсутствие подобных проявлений за всю историю пользования Тимофея осветителем. 55 было. Он когда садился, он никогда так не делал. Не было с ним никогда такого. Вообще, световых проявлений видео было великое множество. Днем странное моргание света можно объяснить перепадами напряжения в сети. Ночью же странное поведение света нельзя объяснить перепадом напряжения, разве что неисправностью выключателей или проводки. С одной стороны, проводка, как и выключатели, старые, и сбои в их работе могут быть. С другой стороны, все это довольно странные совпадения в разных помещениях. Были нарушения и в работе стабилизатора. Исходя из того факта, что по всему дому наблюдалась странная электромагнитная активность, она могла и стать причиной выключения стабилизатора. Хочу сказать, Тимофей молодец, что приобрел измеритель электромагнитного поля. Это весьма полезная вещь для канала паранормальной тематики. Надеюсь, он будет служить долго, верой и правдой. Я очень рада, что теперь у Тимофея появилась возможность фиксировать изменения электромагнитного поля, причем на нужной для занятий такого рода частоте. На протяжении обеих частей видео электромагнитник выдавал разные значения. Были как и небольшие локальные проявления, так и грандиозная активность, которая, по моему мнению, охватывала чуть ли не весь дом, вызывая периодические сбои в работе камер. Хочу обратить ваше внимание на следующие фрагменты видео, когда Тимофей находился на чердаке вблизи злополучного зеркала. Частое моргание фонарика происходит. Странные звуковые помехи, моргание фонаря – все это могло быть вызвано электромагнитной активностью. И опять же, все это происходило в непосредственной близости от зеркала.
Вообще, с ним связано мистическое поведение техники. Например, рядом с зеркалом начал отключаться фонарик, стабилизатор отказывался слушаться. При проверке зеркала с помощью электромагнитного измерителя Тимофей выяснил, что электромагнитный фон около зеркала повышен и нестабилен. 38-32. Еще выключится. «77, 28. От него фонит». Далее считаю нужным пройтись по некоторым моментам, которые заинтересовали зрителей. Я перечитала все комментарии и проверила все интересные и спорные моменты. Конечно же, в данной аналитике я не стану рассматривать все. Большинство шумов, принятых за какие-то ответы, звуки и чихания, естественного происхождения от движения Тимофея по деревянному старому полу, шум одежды, предметов и так далее. Большинство зрительных явлений – иллюзии, вызванные игрой света, тени, отражением в зеркалах или же низким качеством видео в инфракрасной съемке. Например, кто-то обратил внимание на странную тень от стула, как будто на стуле сидит кто-то в капюшоне. На самом деле это тень от самого стула. Сначала источник света был направлен снизу, таким образом тень отбрасывается наверх и создается впечатление, что на стуле кто-то сидит. Затем Тимофей поднимает камеру, и тень исчезает, поскольку смещается вниз за сам стул, и ее не видно. Также и с дверью. Из-за изменения освещенности в комнате, а также еле уловимого изменения фокусировки камеры, создается впечатление, что дверь неуловимо движется. Это всего лишь иллюзия. В этом фрагменте некоторые зрители увидели призрачный силуэт в зеркале слева. При многократном просмотре можно заметить, что в зеркале отражается открывающаяся дверь, дверная ручка. За дверью стоит сам Тимофей, который ее и открыл. Пока он стоит в темноте, можно принять его силуэт и за призрачную фигуру, но при смене освещения видно, что это просто его собственное отражение в старом пыльном зеркале. В моментах, когда Тимофей делал фотографии из зеркала на полароид и после того, как накрыл зеркало, многие увидели странные движения, похожие то на тень, то на ауру, то еще на что-то. Но и это объясняется просто. Тимофей протирал зеркало от пыли сухой тканью, мелкие частицы пыли поднялись в воздух и создали своего рода облако. Такая пыль очень легкая и долго оседает. При обычной съемке ее незаметно, но при съемке на камеру ночного видения вся эта пыль подсвечивается, поскольку легко отражает падающий на нее инфракрасный свет. Это особенность съемки в инфракрасном спектре. Один из подписчиков обратил внимание на странные субтитры, в то время как зеркало начало трещать. Ну, срочно чем-то перемотать. Согласитесь, выглядит зловеще, особенно если выключить звук и не знать, что произносит Тимофей. Но тут все просто. Субтитры создаются автоматически Ютубом, а алгоритм распознавания речи оставляет желать лучшего. Чего только стоит этот фрагмент. Пипец. Где-то оттуда именно электромагнитная активность. Часто люди задают вопрос, почему двери в старых домах помечены крестами и делают гипотезы, что в этом доме происходила какая-либо чертовщина еще до того, как его забросили. На самом деле тут все просто. Это традиция, берущая корни еще в древние времена. Считалось, что входные двери защищают обитателей дома от зла и дурных мыслей. Древние славяне вешали на них подкову, скрещенные иголки, специальные обереги в виде веника из различных трав, колосьев и цветов. Украшали двери обережной резьбой. С приходом христианства языческие обереги заменили на крест. В разных культурах существуют свои способы защиты жилища, и двери – это частый объект разного рода защитных ритуалов. А вот этот момент показался мне очень странным и необычным. С одной стороны, ничего особенного, но обратите внимание на этот блик, который проходит ровно по горизонтали. Я не знаю, что это было. Это не пыль и не отражение, потому что блик проходит по стене. У меня нет предположений на этот счет, но если у вас есть какие-то идеи, поделитесь ими, пожалуйста, в комментариях под видео. Также из необъяснимого странный звук, раздавшийся после того, как Тимофей задал свой вопрос. Ты можешь мне ответить? Возможно, это был какой-то естественный шум, но я не могу даже предположить, что или кто его издал. Возможно, это был тот самый ответ, то самое проявление ЭГФ,
электронно-голосового феномена, который многие так ждут в видео Тимофея. В заключение я хочу сказать свое мнение. Мне было сложно делать эту аналитику. В этих двух видео слишком много необъяснимых явлений. Сложилось впечатление, что весь дом как живой организм, который противится находящемуся внутри него проклятому зеркалу, чужаку, которому здесь не место, злу, которое не дает покоя жильцам и отравляет жизнь самому дому. И хочется верить, что с исчезновением этого зеркала из стен дома туда вернется мир, покой и жизнь. Добавить я могу только одно, что после съемок этих двух видео необычное поведение электроприборов не прекратилось. Чего стоит только эта странная работа фонаря? Хочется верить, что вся эта история позади. Но, как знать, может быть, все только начинается.